Царство падальщиков. На этот мультсериал у меня были надежды, и не так, чтобы я 100% понимал, о чем он будет. «Царство мусорщиков» или «Царство падальщиков» смог обмануть меня своим трейлером. И не скажу, что это было с плохой точки зрения. Он смог рассказать невероятнейшую историю почти без слов. Сразу хочу сказать, что этот мульт нужно понимать. Я бы даже сказал осязать. Иначе вы попросту не поймете весь посыл произведения. Я надеюсь, заинтриговал. Ведь мы начинаем. Чисто гипотетически. По нашим контрактам. Можно ли считать последние месяцы сверхурочными? Знаю, смешно. «Царство мусорщиков» или «Царство падальщиков» — это сюрреалистический научно-фантастический мультсериал. Оставшаяся команда поврежденного межзвездного грузового корабля оказывается на красивой, но беспощадной чужой планете, где им нужно выжить достаточно долго, чтобы сбежать или быть спасенными. В самом начале первой серии пару сотрудников грузовых поставок говорят такую вещь. Но что если там остались живые? Ну, ради их блага, будем надеяться, что не остались. Это сразу дает понять о том, что наши ребята профессионалы и смогут выжить в тяжелых условиях неизвестного, так как понимают, что в таких ситуациях лучше умереть в криосне, либо бороться за выживание любыми способами. Ливай, прошу, стойте. Привет, Ади. Это 12-серийный мульт, основанный на короткометражке «Падальщики» Джо Беннета и Чарльза Хьютнера. Короткометражку можно и не смотреть, так как в начале мультсериала нам показывают некоторые моменты, дабы мы имели представление. Однако никто не запрещает вам на нее взглянуть, тем более она есть в свободном доступе на YouTube. Мульт рассказывает о выживших членах экипажа грузового корабля дальнего космоса, поврежденного солнечной вспышкой и застрявшего на орбите над неизведанной планетой. С планетарного грузового корабля Диметра 227. Я застряла на планете Веста. Мне нужна помощь. Отдаленные друг от друга, не имея ни малейшего представления о том, кто еще мог остаться в живых. 4 выживших плюс 1 робот должны путешествовать по этому прекрасному, но негостеприимному миру в поисках способа вернуть свой корабль и обеспечить спасение. Погнали. Путешествуя по этому странному миру, команда Диметры вынуждена считаться со своим прошлым, продвигаясь вперед в неопределенное будущее. Беги! Наша команда — это Сэм и Урсула. Они пытаются приземлить корабль, который застрял на орбите планеты, с помощью биоорганизмов, которые отлично проводят электричество, а также могут быть отличными инструментами для выживания. Урсула! У них могут быть недопонимания и ссоры друг с другом, но они оба понимают, что выжить они могут только если будут действовать сообща. Все ужасно. Боже, у тебя жар. Нам нужен привал. Нет, Урсула, я в норме. Нет, привал. Сейчас же. Ази и Ливай. Человек и робот-помощник. Кажется, что они смирились со своей участью и неплохо так обосновались в своей части планеты. Ази – трудоголик, пытаясь выжить, как и другие, попавшие на корабль. Ливай – робот-помощник, участвует во всех операциях Азии, помогает с хозяйством, исследует планету, а также у нее начинает вырабатываться свой разум посредством попадания желтых корней в систему. Мир делится всяким со мной, что я и сама не могла бы испытать. Тем, что далеко за гранью моего понимания. Но когда ты меня отключила, все пропало.
И последний выживший – Кейман. Он застрял один на высоких кронах деревьев и так и не смог выбраться из спасательной капсулы до определенного момента. Когда к нему пришло очень интересное существо, которое похоже то ли на лягушку, то ли на хамелеона, он может внушать мысли, гипнотизировать существ, а также владеет телекинезом. Самый неоднозначный дуэт во всем мульте. Как вы поняли, мы будем наблюдать за взаимоотношениями этих ребят, но здесь это не самое интересное. Самое захватывающее здесь – это мир и взаимодействие с ним. Например, чтобы получить фонарик, нам нужно пробраться в брюхо к какому-то бегемоту. Своеобразные лианы могут вести себя как провода, слизняки /рыбы работают как противогаз, другие рыбы могут быть воздушным шаром. Таких взаимодействий здесь уйма. Ничего не буду говорить, просто взгляните на это. На этой планете нет четкой границы между растительной и животной жизнью, если эти категории вообще применимы. Мир пугающий и жестокий, но по-своему гармоничный. Беннет и Хьютнер придумали сбалансированную экосистему. Некоторые существа отравляют вас, другие едят яд. То, что измученным выжившим может показаться постоянной опасностью, на Весте – это всего лишь цикл жизни. Лучше всего в этом странном новом мире живут те персонажи, которые адаптируются к нему, синхронизируются с ним, или даже как Левай, чьи схемы переплелись с местной растительностью, становятся его частью. Что касается сюжета сериала, Scavenger's Reign больше полагается на показ, чем на рассказ. Конечно, есть воспоминания о времени, проведенной командой на борту Диметры, откровения, полученные в результате исследования Весты, и множество разговоров между выжившими. Но часто самые запоминающиеся и поистине замечательные моменты в сериале происходят без произнесения ни единого слова. Это качество полностью зависит от визуальных эффектов сериала. Большая заслуга здесь стилерисовки. Ligne claire. Он использует четкие линии, иногда разной ширины и без штриховки. При этом контраст также преуменьшается. Тени часто освещаются, а стиль часто включает яркие цвета и сочетание мультяшных персонажей на реалистичном фоне. Большая заслуга глубокого погружения – это музыкальное сопровождение, которое окунает тебя с головой во все происходящее. Музыка как раз и является нашим проводником по новому миру Весты. В мультсериале своеобразное повествование, которое делит черный экран. И мы наблюдаем примерно минуты 3 на драматическую постановку с классической музыкой. Это просто нечто. Будто смотришь несколько коротких клипов, которые между собой связаны сюжетно. Также хочу отметить, что мульт делает легкий оммаж в сторону аниме Акира со своими корнями /кровеносной системой и не только. Плюс к этому анимация напоминает мне некоторые французские мульты вроде Last Man и Кризис Юнга. Фантастический мир будто взят из мульта Adventure Quest. Он такой же завораживающий и не поддается привычному пониманию. В итоге, что могу сказать? Scavenger's Reign – это история выживания, но, кроме того, это история о внутренней связи между людьми и окружающей их средой, чужой или иной. Это сериал, в котором малейшее действие имеет глубокие последствия, которые можно полностью понять,
только обретя трансцендентность. Здесь много красоты и телесного ужаса, а также некоторые из самых изобретательных дизайнов существ, украсивших анимационный пьедестал за последнее время. Смотреть всем и каждому, так как, похоже, это один из лучших мультов в этом году. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до самого конца. Вы пусечки. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, канал. Там куча всего интересного. И пока.